Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о Торе, боге грома и молний. После войны бесконечности появилась пара вопросов к этому герою, и сегодня будут даны ответы. Как можно вспомнить, после поражения на асгардском корабле Тор загорелся идеей создать новое оружие, которое будет способно победить Таноса. Надо срочно создать новый молот. Стоит отметить, что созданию Штормбрейкера, а именно так называется новый молот Тора, уделено немалое количество экранного времени. Фильм был поделен на 3 ветки сюжета, где рассказывали про команду Кэпа с Виженом, Старка со Звездным Лордом и как раз таки про Тора и создание Штормбрейкера. Собственно, у меня прямо в кинотеатре возник вопрос: Тор, зачем тебе новый молот? Ты ведь так научился пулять молниями. Нет, я конечно же знал, что Штормбрейкер будет все-таки создан, потому что трейлер все спалил, но тем не менее. А теперь я расскажу вам интересную фанатскую теорию, которая объяснит создание Штормбрейкера. Как мы все знаем, большое количество предпосылок для будущих фильмов студия Marvel оставляет в уже вышедших. Из первого Мстителя мы узнали про Тессеракт, вокруг которого все крутилось в фильме «Мстители». В «Мстители. Эра Альтрона» нам рассказали про Ваканду, фильм, который вышел совсем недавно и стал чуть ли не самым популярным в истории. Так вот, предпосылка для создания нового молота тоже была. В фильме «Мстители. Эра Альтрона», когда Алая Ведьма применила свою магию, большинство Мстителей погрузились в видение. Тор увидел Асгард, где Хеймдаль говорит: «Видит, что ты тащишь нас в Хель». После этого Тор непроизвольно покрывается молниями и испепеляет одного из асгардцев, на что Хеймдаль реагирует: «Доволен, Вседержитель». В данном моменте можно хорошо видеть молнии, которыми Тор научился вооружаться только в своем 3-м сольнике. В последней битве Тора 3 Рагнарёк можно видеть аналогичные молнии, также непроизвольно выпускающиеся в разные стороны. Интересно то, что в Войне Бесконечности нам не показали битву на корабле асгардцев, а именно это ключ. Именно там могло случиться то, что было показано в видении Тора. Бог Грома непроизвольно создал молнию, убил асгардца. Из-за потери асгардца Тор пал духом и не смог как надо навалять Таносу. В итоге все завершилось поражением. И он решает создать оружие, которое поможет контролировать его силу, чтобы подобного не повторялось в будущем. Предыдущий молот Тора Мьёльнир именно помогал Богу управлять своей силой. Он не давал ей выйти наружу, был своим родом проводником между силой и реальным миром. Мьёльнир был призван сдерживать мощь, фокусировать, но не был ее источником. После лишения молота Тор не может больше четко фокусировать свою силу, и молнии в буквальном смысле летят во все стороны. Можно хорошо это видеть в последней схватке в Рагнарёке. Один также сказал: Разве Тор бог молотов? это означает, что сила Тора кроется в нем самом, а оружие играет второстепенную роль. Так может, причина создания нового молота кроется вовсе не в силе оружия, которое поможет убить Таноса? Что если Тор просто не хочет больше никому навредить, поэтому создает Штормбрейкер? Второй вопрос, который достаточно интересен для обсуждения, это последняя битва в Ваканде, на которой прибывает Тор, Ракета и Грут. Но как они поняли, куда телепортироваться, и самое важное, как они это сделали, оставалось загадкой. А все дело в том, что Штормбрейкер оказался совсем непростым оружием. Помимо того, что после создания новый молот топор залечил раненого Тора, а также дал ему новую экипировку, как это было в первом сольнике Тора, когда Мьёльнир посчитал Тора вновь достойным. Штормбрейкер стал настолько уникальным и личным для Тора, что способен создавать радужный мост. Стоит отметить, что Мьёльнир был не совсем оружием бога. Тор не был причастен к его нахождению или созданию. Один, отец Тора, просто подарил его в 8-й день рождения сына, а позже Тор, когда стал достойным, смог его поднять. Как пояснили в Войне Бесконечности, радужный мост создают все отцы. К ним обращался Хеймдаль перед смертью, когда последний раз просил отправить на землю Халка. Все отцы. Пусть темная магия снизойдет на меня в последний раз. Многие не заметили, но в момент просьбы страж держался рукой за меч. Было всего 2 оружия, которые могли создавать радужный мост, то есть взывать ко всеотцам. Это, собственно, меч Хеймдаля и посох Одина. У этих оружий был собственный разум. Если Мьёльнир мог просто возвращаться в руки Тора, самостоятельно летать и крушить врагов, то меч Хеймдаля ммог сообщать владельцу просьбу о создании радужного моста от других асгардцев.
Потом нужно было дотронуться до меча, чтобы все отцы создали радужный мост. Однако если Хеймдаль мог видеть души во всех 9 мирах и теоретически сам указывать координаты портала, то палач, которого поставили на пост стража моста в 3-м Торе, не обладал подобными силами. Поэтому я склонен верить, что все отцы самостоятельно устраивают координаты радужного моста. Возвращаясь к новому оружию Тора, можно сказать, раз оно оказалось таким сильным и уникальным, то все отцы могли помочь Тору, переместив его и его друзей туда, где была необходима их помощь – в Ваканду. Как вам данная теория? Пишите свои мысли в комментариях к видео и не забывайте про подписку на канал, новое видео уже совсем скоро.